Уже прошло несколько лет с момента трагической гибели 13-летней Кристины Пьяновой, истории, которая до сих пор вызывает острые споры, страх и недоумение. После этой трагедии ее мать, 38-летняя Татьяна Пьянова, была задержана в Харькове. Женщина шла по городу обнаженной, неся с собой пакет, в котором находилась голова ребенка. Обстоятельства произошедшего до сих пор вызывают шок и множество вопросов. Впервые Татьяну Пьянову около 5 часов 30 минут утра заметили немногочисленные прохожие. Абсолютно обнаженная женщина шла по улице, держа в руке пакет. Тогда никто из очевидцев не мог предположить, что внутри находится отделенная часть тела ребенка. В другой руке у женщины был нож. По словам свидетелей, она вела себя агрессивно и бросалась на тех, кто, как ей казалось, подозрительно на нее смотрел. Женщину удалось задержать. Она сразу заявила, что отказывается общаться с полицейскими и отвечать на вопросы. Когда стало известно содержимое пакета, даже опытные правоохранители были потрясены, они не ожидали увидеть голову девочки-подростка. Татьяна продолжала хранить молчание и в отделении полиции, куда ее доставили после задержания. От дома Татьяны Пьяновой до места, где ее остановили сотрудники полиции, чуть более 6 километров. В спокойном темпе этот путь по трассе можно пройти примерно за час. За последними домами начинается лес. Первый населенный пункт на трассе – поселок Подворки. Именно здесь проживала задержанная, ее брат, обнаруживший тело, и погибшая 13-летняя девочка. Дом семьи, где произошла трагедия, расположен на улице Кооперативной, в частном секторе. Усадьба Татьяны сразу привлекает внимание: шаткий полуразрушенный деревянный забор, некошенная трава во дворе, разваливающаяся летняя кухня и горы строительного мусора. Семья Пьяновых переехала сюда давно, однако своими среди местных жителей так и не стала. Соседи рассказывают, что ни Татьяна, ни ее родственники ни с кем близко не общались, но и громких скандалов не устраивали. Семья не совсем благополучная, это видно по дому. С тех пор, как они въехали, никакого ремонта не было. По маме я бы не сказала, что она злоупотребляла алкоголем, я не видела, чтобы она здесь валялась. Но в том, что в этом доме происходило что-то непонятное, я уверена. Люди они как были, так и остались чужими, вздыхает жительница улицы Ирина. Еще одна соседка, Елена, отмечает, что судьба семьи сложилась тяжело. По ее словам, родители Татьяны злоупотребляли спиртным, семья была многодетной, один из братьев, глухонемой, второй погиб, еще один страдает зависимостью. Она также отмечает, что не знает, была ли Татьяна замужем. Дочь у нее одна, отца девочки я не видела. Правда, несколько раз замечала, что во двор приходили мужчины, но кто они, не знаю. Другая соседка, пожелавшая остаться неназванной, рассказала, что ходили слухи о том, что отец Кристины находится в местах лишения свободы, однако достоверной информации об этом нет. При этом Елена подчеркивает, несмотря на отсутствие тесного общения, Татьяна всегда казалась ей приятной женщиной. Всегда здоровалась, ничего странного за ней не замечала. Такое поведение, как хождение по улице без одежды, для нее было совершенно не характерно. Особых странностей не было, говорит Елена. Все соседи сходятся во мнении, несмотря на бедность, мать очень любила дочь. Никогда не возникало сомнений, что девочка росла в атмосфере материнской заботы. О Кристине говорят как о приветливом, кротком и красивом ребенке. У меня сестра, учитель, она говорит, что девочка была очень хорошей и доброй. У меня есть маленькая собачка, Кристина с ней дружила, всегда играла, когда проходила мимо. И хоть во дворе был беспорядок, ребенок всегда был чистый, вежливый и ухоженный. Жалко до безумия, рассказывает Ирина. Соседи не берутся строить догадки о том, что могло произойти в полузаброшенном доме, и надеются, что во всем разберутся правоохранительные органы. По факту гибели ребенка было открыто уголовное производство по статье 115 «Умышленное лишение жизни малолетнего» Уголовного кодекса Украины. Следователи заявляют, что имеются основания полагать, смертельные травмы девочки нанесла именно Татьяна Пьянова. При этом известно, что ранее женщина не состояла ни на каком учете, в том числе психиатрическом. Суд избрал для Татьяны меру пресечения – содержание под стражей сроком на 2 месяца. Во время судебного заседания женщина вела себя агрессивно, перебивала судью и утверждала, что ее дочь звали не Кристина, а Ева.
При этом было очевидно, что она осознает, где находится. В суде Татьяна была босой и укутанной в простыню. «Я не буду вас слушать, потому что я не являюсь тем, кем вы меня представляете. Меня ждет суд Божий. Почему я должна вас слушать, а вы меня, нет?» – кричала она судье. На вопросы журналистов женщина реагировала агрессивно. «Какие соседи? У меня нет соседей. Какая девочка? Вы уже придумали имена», – заявила подозреваемая и после этого отказалась от дальнейших комментариев. Правоохранители уточнили, что родственники замечали странности в поведении женщины накануне трагедии. Есть предварительные выводы экспертов, которые пока не подлежат оглашению. К сожалению, ребенок, судя по всему, стал жертвой человека с тяжелым психическим расстройством. Что именно привело мать к такому состоянию? Вопрос к медикам. По словам близких, незадолго до произошедшего 38-летняя женщина общалась со своим умершим отцом, сообщили в полиции. Свидетели утверждают, что в тот вечер Татьяна была нервной и на работе говорила, что может не выйти на следующий день. Она сняла со стен иконы и попросила не задавать вопросов, назвав это своим секретом. Дома она также вела себя беспокойно. Об этом через сурдопереводчика рассказал глухонемой Алексей. По его словам, он вместе с Кристиной смотрел мультфильмы, когда Татьяна позвала дочь. Девочка побежала в их часть дома, Алексей последовал за ней. Там Татьяна вела себя странно и собирала фотографии Кристины. На столе стояла Пасха, к которой скотчем была прикреплена фотография девочки. Кристина плакала и жестами показывала, что мать ведет себя неадекватно. Однако Алексей не подумал, что ребенку может угрожать опасность, и лег спать. Из-за глухоты он не слышал, что происходило дальше. Соседи также не слышали никаких звуков. Утром в дом зашел брат Татьяны Антон. Он услышал работающий насос, пошел его выключить и обнаружил тело племянницы. Мужчина вышел на крыльцо и сел курить. В это время мимо проходила соседка, которая уже видела новости в интернете, и крикнула: «Ты знаешь, что случилось?» Антон ответил, что только что был в доме. Тогда женщина сказала ему вызывать полицию. Следствие считает, что Татьяна Пьянова нанесла дочери около 20 ножевых ранений, после чего отделила голову от тела. Что именно подтолкнуло женщину к этим действиям, остается неясным. Частично восстановить картину событий помогли записи камер видеонаблюдения, установленных по всему поселку. По словам коллег, примерно в половине 10-го вечера Татьяна ушла с работы и направилась домой. Кристина встретила ее, они зашли в магазин, купили сигареты и в 21 час 45 минут вошли в дом, это зафиксировали камеры. Ровно через час женщина вышла из дома уже с головой ребенка и направилась в сторону вокзала. Это очень далеко, 8-10 километров. Сначала она была одета, затем свернула в переулок и через 10 минут вышла оттуда уже без одежды. А около 5 часов 30 минут утра, когда она приближалась к району Залютино, люди увидели на дороге обнаженную женщину с пакетом и вызвали полицию, рассказала депутат Солоницевского поселкового совета Татьяна Пантелеева. Позже женщину задержали на улице Полтавский шлях в Харькове. В одной руке у нее был нож, в другой – пакет с головой дочери. В суде она вновь появилась босой и укутанной в простыню. В прессе также упоминалось, что трагедия произошла накануне Вальпургиевой ночи. Согласно поверьям, в ночь с 30 апреля на 1 мая по земле разгуливает нечистая сила. В древности ее изгоняли кострами и так называемыми шабашами на Лысой горе. Психиатры и судебно-медицинские эксперты отмечают, резкое развитие тяжелого психического расстройства без предшествующих факторов маловероятно. Даже реактивный психоз должен иметь причину. Знакомая подозреваемой рассказала, что Татьяна работала воспитательницей в детском саду для детей с интеллектуальными нарушениями и проходила медицинскую комиссию. Однако неизвестно, как давно это было, и специалисты не берутся утверждать, могли ли врачи не заметить заболевание. Коллега Пьяновой Елена характеризует ее как ответственного сотрудника и заботливую мать. В январе она писала мне, что начала жизнь с чистого листа и вышла замуж. Позже ее кума уточнила, что Таня только собиралась это сделать. За кого, я не знаю. Она сказала, что именно Таня совершила то, что произошло. Я спросила почему, но ответа не получила, только фразу была причина. Когда я спросила, куда она шла с головой, мне ответили, что Таня шла что-то доказать человеку, который вынудил ее это сделать, рассказала Елена.
По ее словам, Татьяна направлялась в сторону станции метро «Холодная гора». Полицейские задержали ее возле дома на улице Полтавский шлях. До предполагаемой цели оставалось около 1,5 километров. Журналисты связались с кумой Татьяны Юлией. Таня как-то упоминала, что познакомилась в Харькове с мужчиной. Это было примерно в марте. До этого мужчины у нее не было, рассказала Юлия. Она считает, что женщина не могла пойти на такие действия без внешнего влияния. Я предполагаю, что она шла к Ирине, первой учительнице Кристины. Таня с ней хорошо общалась. После разговоров с ней Таня часто плакала, у нее появлялась агрессия. Что с ней происходило в эти моменты, я не знаю, добавляет Юлия. В полиции подчеркивают, в момент случившегося Татьяна Пьянова не находилась под воздействием алкоголя или наркотиков. Ни мать, ни ребенок не состояли ни на каком учете, и заявлений о семейном насилии ранее не поступало. Юлия также отмечает, что Татьяна постепенно начинает осознавать произошедшее. Насколько я знаю, Таня приходит в себя. Ей очень плохо, говорит она. В настоящее время Татьяна Пьянова после задержания и ареста находится в психиатрической больнице в Днепре. По словам депутата Татьяны Пантелеевой, которая следит за ситуацией, женщина пишет своей куме сообщение о якобы скором возвращении в село. Она пишет, что психбольницу якобы закрывают. Но это бред. Она признана невменяемой, поэтому ни о каком возвращении речи не идет. Тем не менее люди боятся, особенно учитывая сложную ситуацию с психиатрическими учреждениями в стране, отмечает Пантелеева. Опасения местных жителей, по словам прокуратуры, беспочвенны. Как пояснил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, по решению суда Пьянова была госпитализирована в психиатрическую больницу строгого режима. Если улучшений состояния здоровья не будет, она останется там пожизненно, уточнил он. Накануне годовщины смерти Кристины односельчане собрали средства и установили на ее могиле надгробный памятник.